чуваки, у нас тут есть одна проблемка. В общем, мы пробили колесо, и нам теперь нужно его как-то накачать. Давайте посмотрим, что у нас есть в багажнике. Так, давайте заглянем в багажник. О, слушайте, стандартная вещь, которая есть в каждой машине, это компрессор. Им-то мы и накачаем колесо. О, что здесь еще есть интересного? О, слушайте, тут у Лёхи какие-то вещи, продукты. А вот интересно, слушайте, реально, если мы возьмем какую-то обычную вещь и попробуем накачать ее компрессором, я думаю, это будет очень интересная идея для ролика. Давайте проверим. Так, ну осталось подрубить контакты к нашему аккумулятору, и теперь давайте проверим наш компрессор. Так, ребят, ну пока я шел до компрессора, уже успел пройти дождь и немножко намок, но все-таки мы на этом не останавливаемся и будем сейчас накачивать разные интересные вещи. Я не буду спойлерить о том, какие будут предметы в этом видеоролике, поэтому обязательно смотрите ролик до конца. Ну а первое, с чего мы начнем, это вот такая вот пачка чипсов. А теперь представьте, что вместо этой пачки чипсов могло бы быть что угодно, например, колесо, или какой-нибудь надувной бассейн, или надувной матрас, да что угодно, но это все возможно только благодаря вам. Поэтому, если ты все еще не подписан на этот канал, спускайся вниз под этот видеоролик, там есть красная кнопочка подписаться, нажми на нее, сделай ее серой, а также не забудь поставить лайк этому видео и написать внизу какой-нибудь хороший комментарий. Ну а мы приступаем к эксперименту. А накачивать разные предметы мы будем вот такой вот обыкновенной иглой для накачки обычных мечей. Накручиваем иглу на насос, мы готовы накачивать. И я вот не знаю, с какой стороны подойти, чтобы она, ну, наверное, бахнула. Я думаю, что она бахнет. Ну, в принципе, вот тут какая-то есть штучка. Может, мы подденем ее и сможем. О! Легко проткнулась вообще. Очень легко, смотрите, хопа. Все, я готов. Так, ну что, давайте на счет 3. Раз, два, накачиваем. О, похаваем, ребят. Я, конечно, ожидал что-то более интересного. Это отличный лайфхак для тех, кто хочет открыть чипсы долго и сложно. Ребят, на самом деле я ожидал, что это будет гораздо эффектнее. Думал, пачка надуется до таких размеров, что взорвется и чипсы просто разлетятся. Но получилось как-то довольно скучно, согласитесь. Но мне кажется, это не самое интересное в сегодняшнем выпуске. Я думаю, если мы возьмем сейчас следующий предмет, он будет гораздо прикольнее и интересней. Погнали, возьмем. А следующее это завтрак, обед и ужин студента. Это лапша быстрого приготовления. Что вот будет с ней, если мы воткнем сюда иглу? Как она накачается? Сможет ли она надуться? Сможет ли она как-то лопнуть так, чтобы лапша просто разлетелась вообще? Что будет с лапшой внутри? Поэтому сейчас можете поставить ролик на паузу и написать свои предположения в комментариях, что произойдет с этой пачкой. А мы сейчас это проверим. Так, ну что, ребят, я хочу воткнуть эту иглу прямо вот здесь вот сбоку. Если я ее воткну вообще, она не втыкается. Что за хрень? Так, втыкаем иголку, ставим нашу лапшу и смотрим, что сейчас случится. Раз, два, три. А как хорошо все начиналось. Она накачалась до сих пор выпуклая, смотрите. Если что, и этим лайфхаком вы тоже можете пользоваться. Я думаю, это было, наверное, ожидаемо, что откроется именно крышка, потому что это самая тонкая часть упаковки. Но получилось все так, как получилось. Я думаю, сейчас уже стоит перейти к следующему предмету, потому что дальше становится только интересней. Там есть такие предметы, которые в жизни никто бы не стал накачивать насосом, поверьте мне. Я сказал, что все предметы, которые у нас есть, никто никогда бы не накачал насосом. Но кроме вот этого предмета. Здесь написано, что это животные надувающиеся. Честно, я не знаю, как это назвать. Это что? Это шарик, или это игрушка, или это антистресс? Я вообще без понятия. Если вы также видите таких животных в первый раз, которых можно надуть, ставьте лайк. Давайте распакуем и посмотрим. О, какой он мягкий, ребят. Он очень прикольный вообще. И посмотрите на его глаза, он очень забавный какой-то. Самое странное, чтобы накачать это животное, ему нужно пихать в задний проход иглу, чтобы ее накачать. Как бы, блин, другого способа накачать эту игрушку нету, поэтому давайте сделаем это так. Вставляем иглу в нашу игрушку. Я готов. Раз, два, три. О-хо-хо-хо. Посмотрите на глаза. О-хо-хо-хо. Не двигайся, мне очень страшно. Она гигантская. Она на меня движется. Нахрен мне страшно держать ее. Капец, она гигантская становится. Смотри, у нее какая морда здоровая. Сколько можно качать уже? Давай, что-нибудь сделай. Что это за чудовище такое? Вы смотрите на его лапы. Ребят, по-моему, там выходит воздух, поэтому давайте лопнем этот шарик, или игрушку, или что это. Мне кажется, он агрессирует на нас.
Мы так долго старались, накачивали этого пса, эту игрушку, этот шарик. Он вроде так сильно накачался, думал, бахнет так громко. Но на самом деле обычный шарик бахает гораздо громче, чем вот это. Вы слышали, какой звук был? Это просто какой-то пшик, я не знаю. По итогу игрушка разлетелась на 2 кусочка, но могу сказать одно. Эта игрушка очень безопасна. Если вы ее перекачаете, она взорвется очень слабенько и никого там не поранит, не лызнет вам по щеке, по лицу, не знаю. А вот обычный шарик гораздо опаснее, чем этот, я считаю. Если вы увидите такую игрушку, смело берите, она не перекачается. По крайней мере, у нас не получилось ее перекачать, пришлось ее лопать самим. Ну а мы сейчас давайте перейдем к следующему предмету, вот дальше уже становится гораздо интереснее. Сомневаюсь, что вы бы вообще подумали о том, что можно накачать мыло насосом или компрессором. Вот я так подумал, а почему бы нет? Это же прикольная вещь. Она твердая, мы можем с легкостью воткнуть туда иглу, и что произойдет, неизвестно. Поэтому давайте распакуем мыло и посмотрим, что произойдет, если его накачать. Как же вкусно пахнет это мыло! О, смотрите, оно какое красивое. Так, втыкаем вот так вот сбоку, наверное. О, вообще легко. А вот что произойдет, сейчас увидим. Мне уже становится очень интересно, давайте накачаем. Леха, что думаешь с мылом произойдет? Мне кажется, ничего не произойдет, и иголка просто выскочит. Мне кажется, нет, Леха не прав. Мне кажется, просто это мыло сломается напополам почему-то. Ну, я не знаю, ну, другого, наверное, исхода нет. Давайте включим компрессор уже и узнаем. Раз, два, три. Оказывается, не прав и не я, и не Леха. Так, засунем иглу поперек. Вот так. Не, ну воздух вроде вышел как будто. Смотри. Не, ребят, это фиаско. Тут, мне кажется, вообще без вариантов. Мыло никак нельзя накачать. Теперь и вы это знаете, и мы это знаем. Я думаю, стоит перейти к следующему предмету. И этот предмет вы все хорошо знаете. Сейчас я покажу, что это. Это вот такой вот теннисный мячик. Я думаю, многие из вас его видели. Что же будет, если его накачать также насосом? Мне кажется, тут максимально что-то непредсказуемое какое-то. Хотя он может себя повести как мыло. Может, он будет накачиваться и ничего не разорвется, не лопнет. Не знаю, что произойдет с этим мячиком, но давайте узнаем. Я думаю, обычной иглой для накачки мы вряд ли проткнем этот мячик, поэтому у нас есть специальное шило, которым мы сделаем отверстие. Есть! Ну а теперь воткнем сюда иглу и накачаем. Я надеюсь, что с мячом что-то произойдет в отличие от мыла. Так, воткнули, включаем. Блин, давление... Я жму, давление нарастает, но мне кажется, что она может лопнуть и очень страшно держать. Нет. Не вариант. С ним также вообще ничего не происходит. Ему пофиг на все. Это просто какой-то, не знаю, брат мыла. Почему ничего не происходит? С этим мячом, конечно, максимально непредсказуемый эксперимент, но стоило попробовать, но то это эксперимент. Поэтому давайте сейчас возьмем последний предмет, самый главный. Я думаю, что там по-любому должно что-то случиться. Следующее и самое, на мой взгляд, интересное, это бутылка вот такая вот стеклянная, в которой есть обязательно пробка, в которую мы и будем втыкать иглу. Как она открывается-то, господи, что такое? Оказывается, она просто снимается. Так, давайте воткнем иглу сейчас в пробку. О, это тяжело. О, есть. Так, ребят, конструкция готова. Не знаю, что сейчас произойдет. Может, не знаю, стеклянная бутылка лопнет, выйдет пробка. Пишите внизу в комментариях, что может произойти. А мы сейчас это проверим. Страшно. 3. О, надо перегреть. О, тихо, 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 смотри. Есть! Ура! Ребята, мы смогли открыть бутылку вина таким способом. С бутылкой, конечно, ничего не произошло, но пользуйтесь таким крутым лайфхаком. Если у вас нет никакого штопора или чем-то, чем можно подеть пробку, отличный лайфхак, я считаю. Мне лично очень понравился. Очень эффектно, можно удивить друзей. Но если вам нравится такой эффект открывания стеклянной бутылки, обязательно ставьте лайк этому видео. Но в сегодняшнем ролике мы узнали, что же будет, если накачать вот такие вот разные предметы. Лично я удивился, когда накачали шарик собачку. Она была настолько огромная по сравнению с исходным размером, но почему-то она не лопнула. Зато я узнал, что она безопасно лопается. И также мы вместе с вами узнали, что ничего не произойдет, если накачать мыло и мячик. Все-таки это эксперимент, никогда не знаешь, что пойдет не так, а что пойдет так. Поэтому, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь внизу на канал. И не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые интересные эксперименты. Всем пока!